Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны твоего внимания. Если ты еще не подписался на наш канал, возьми и сделай это прямо сейчас. Январь заметно оскудел на премьеры новых фильмов. Причиной этому стала забастовка работников киноиндустрии, которая состоялась этим летом в Голливуде. Будем надеяться, что февраль будет более щедрым. И как бы не было сложно, мы все же приготовили для вас дайджест премьер. Традиционно презентуем вам информацию о самых интересных фильмах, которые выйдут в прокат в январе 2024 года. Так что поехали! Бывший профессиональный бейсболист Рэй вместе с женой и детьми переезжает в новый дом. Он нуждается в восстановлении после получения травмы. Большой бассейн на заднем дворе мог бы стать помощью в реабилитации. Вся семья убирает и готовит бассейн к запуску. Тогда еще никто из них не знал, какие тайны скрывает в себе этот дом. Чтобы избежать катастрофы, им предстоит разгадать мрачную тайну их нового жилища. «Ночное плавание» – мистический фильм ужасов, написанный и снятый Брайсом Магуайром. Картина снята на основе одноименной успешной короткометражки, вышедшей в 2014 году. Продюсировать ленту взялся легендарный Джеймс Ван, снявший как режиссер «Пила», «Астрал» и «Заклятие». Для исполнения роли Рэя пригласили Уайта Рассела, да-да, сына того самого Курта Рассела, а главную женскую роль отдали номинантке на премию «Оскар» Кэрри Кондон, которая прекрасно исполнила роль Октавии в сериале «Рим». Выпуск фильма на экраны кинотеатров запланирован на 4 января 2024 года. Крупная криминальная группировка планирует переправить большую партию золота. Груз предназначен для преступной организации, планирующей теракты в густонаселенных городах многих стран мира. Этому срочно необходимо противодействовать. Международное агентство по борьбе с терроризмом идет на хитрость. Они связываются с гениальными мошенниками, предлагают им ограбить воздушный лайнер, на борту которого находится огромный сейф с золотыми слитками. «Воздушное ограбление» – комедийный боевик режиссера Ф. Гэри Грея. Среди последних работ мастера боевика и экшена «Форсаж 8» и «Люди в черном Интернешнл». В отличной актерской команде комик Кевин Харт, Жан Рено, в чьем послужном списке и роль киллера в культовом фильме Люка Бессона «Леон», и Сэм Уортингтон, сыгравший главные роли в «Аватаре» Джеймса Кэмерона и фантастическом боевике «Терминатор. Да придет Спаситель». С 12 января 2024 года фильм будет доступен на стриминге Netflix. Джейсон испытал разочарование в жизни, но его скученная обыденность принимает захватывающий поворот после того, как он получает предложение выиграть $1 миллион. Вот только ему выписана роль объекта, который будет целью охоты для убийц со всего мира, и ему нужно продержаться всего 30 дней. В этой игре есть лазейка, охотники не могут его убить, если он не один. Поэтому он пытается убедить друзей, семью и совершенно незнакомых людей оставаться с ним 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Уверенность в себе» – комедийный триллер режиссера Джейка Джонсона. Он же написал сценарий и он же исполнил главную роль. Еще один автомотовелофото кинорадиомонтер. В фильме участвует и док Кристофер Ллойд, воплотивший знаменитого профессора в культовой трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее». Фильм можно будет посмотреть на стриминге Hulu 12 января 2024 года. Клей кажется вполне миролюбивым, законопослушным гражданином. Все выглядит так, что его интересуют только его пчелы. Все меняется, когда близкий друг станет жертвой жестокого убийства. Полиции не удается найти виновника по горячим следам. Главный герой лично берется за дело. Одна из улик указывает на причастность криминальной группировки, контролирующей весь город. Клей один противостоит целой армии. «Пчеловод» – боевик режиссера Дэвида Эйра. Он снял не один крутой фильм, в том числе и военную драму «Ярость» с Брэдом Питтом и фантастический боевик «Яркость» с Уиллом Смитом. Ну и первая часть «Форсажа» тоже его рук дело. И вот теперь он решил пощупать Джейсона Стейтема на главной роли. Хотя мне иногда кажется, что продюсеры скрывают от Джейсона, что он снимается в разных фильмах. Также в актерской команде Джош Хатчерсон и Джереми Айронс. А это говорит, что будет что-то интересное. Фильм начнут показывать на экранах кинотеатров 12 января 2024 года. Англия. Антиутопическое будущее. Высотные здания, похожие на трущобы, в народе прозвали кухней. Изи работает в похоронном бюро «Жизнь после жизни» и копит деньги на переезд в Буэна-Вида, элегантный высотный комплекс в другой части города. Однажды на панихиде, посвященной женщине, с которой он когда-то встречался, Изи замечает их 12-летнего сына Бенджи. Женщина успела подарить сыну на день рождения красный велосипед, на котором мальчик ищет своего отца. «Кухня» – фантастическая драма сразу двух режиссеров – Кибве Тавераса и Даниэля Калууя. Это их дебют в большом кино. Есть крылатое выражение одной задницы на двух стульях, но здесь, как видите, все наоборот.
Кстати, в отличие от своего соседатого, Даниэль Калууя профессиональный актер. В 2021 году он получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за роль в драме «Иуда и Черный Мессия». Фильм «Кухня» будет доступен на платформе Netflix с 12 января 2024 года. 1974 год. Северную Ирландию поглотили общественные протесты. Это время безжалостного террора Ирландской республиканской армии. 4 молодых республиканцев оказываются в отдаленной ирландской деревне, прячась после совершения очередного теракта в Белфасте. Именно сейчас Финбар, который сам на протяжении долгих лет зарабатывал на жизнь тем, что убивал людей, был уже готов уйти на пенсию. Но появление агрессивных вооруженных людей заставляет его изменить планы. «В стране святых и грешников» — это криминальный боевик режиссера Роберта Лоренса. Начинал он с Клинтом Иствудом и успешно отработал с ним в 8 проектах в качестве продюсера. Но в 2012 его посетило озарение, и он уже сам начал снимать фильмы как режиссер. В первом своем фильме он снял в главной роли все того же Клина Иствуда, а в 2 последних проекта ему удалось заполучить главного мстителя современного кинематографа Лиама Нисона. 16 января 2024 года фильм выходит в большой прокат в кинотеатрах. Этот фильм своего рода переосмысление истории о монстре Франкенштейне. Действие фильма развернется в викторианскую эпоху. В результате действия гениального и неординарного ученого утопленницу возвращает к жизни, пересадив ей мозг ребенка. Под чутким наблюдением доктора она начинает жить заново. «Бедная и несчастная» — черная комедия в жанре стимпанка Йоргаса Лантимоса, режиссера и прекрасного фильма «Фаворитка», отмеченного многими престижными премиями и наградами. Это экранизация одноименного романа Аласдара Грея. В фильме снялись такие мегазвезды, как оскароносная Эмма Стоун и номинанты на премию «Оскар» Уильям Дефо и Марк Руффало. Учитывая опыт режиссера, стоит ждать зрелищную костюмированную историю, стилизованную под конец 19 века. Начало проката в кинотеатрах запланировано на 18 января 2024 года. Джейсон Дженнингс – звезда американского футбола. Он популярен и богат, но в один момент все рушится, когда он на своем спорткаре становится виновником аварии. Чтобы избежать заключения, во время суда герой дает согласие на тренировку неуправляемой детской футбольной команды «Андердоги» из родного городка. Джейсон видит в этом возможность восстановить свой имидж и вернуть былые позиции. Но оказывается, все не так просто, как представлялось. «Андердоги» – спортивный комедийный фильм режиссера Чарльза Стоуна III. Имя у режиссера прямо как династическое. Чарльз практикуется на ни к чему не обязывающих комедиях. В актерской команде, пожалуй, выделяется только Снуп Дог, который обычно в таких фильмах и снимается. Так что те, кто любит кино под попкорн и колу, этот фильм для вас. Да, и не делайте мне нервы, не путайте это кино с фильмом «Андердоги» 2013 года. Фильм выйдет на стриминге Премьер Видео 26 января 2024 года. Это все, что мы вам сегодня приготовили. Такими будут самые интересные фильмы января уже 2024 года. Но мы продолжаем работать для вас. А для того, чтобы не пропустить наши новые ролики, нужно на нас подписаться. Ну и не забудьте поставить лайк и оставить свой комментарий под этим видео. Всем пока-пока, услышимся!